Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Ева, и на этом канале будет особая рубрика, очень интересная, светлая рубрика о известных людях. Сильные черты характера, сильные стороны сильных известных людей. Сегодня мы будем говорить о светлых, сильных сторонах людей, успешных людей, известных людей, которые знает весь мир. Этот канал будет посвящен разбору именно таких людей. В чем смысл этого канала? Вы знаете, я поняла, что на самом деле мы, помимо того, что мы учимся жизни на своих ошибках, мы, как Homo sapiens, люди разумные, имеем свойство, имеем возможность учиться на ошибках и на достижениях других людей. И есть люди, с которых действительно стоит взять пример, чему-то у них поучиться. И у каждого человека есть такие черты характера или такие качества. Сегодня первым человеком, которого я решила забрать, станет Зеленский. Фигура спорная. Кто-то любит, кто-то не любит. Дело сегодня вообще не в любви. Мы будем брать фигуру на каждом видео человека определенного. Если вы хотите разбирать какого-то конкретного человека, пишите в комментариях. Мы будем брать конкретного героя нашего времени, какого-то известного человека из известных людей, которые добились чего-то в этой жизни, и разбирать их сильные стороны, качества характера. И вот таким образом первым человеком на раскладе у нас сегодня будет Владимир Зеленский, президент Украины. Вы представляете, я перемешала колоду 2 раза, она мне выпала 1 раз, еще раз я перемешала, и вышла карта башни. И пока я продолжала вступление, да, вот карта башни снова вышла. И на самом деле вот сильное качество этого человека, вы знаете, он умеет в кризисных ситуациях, в сложных ситуациях, непростых ситуациях, не впадать в эмоции, скажем так, в принципе, он умеет с ними справляться. Знаете, вот есть такие люди, которые, в принципе, по жизни, они такие кризис-менеджеры, да, то есть они могут быть, не знаю, у тебя что-то случилось в жизни, этот человек, вот стоит ему позвонить, он даст тебе правильный совет или даже просто своим голосом, просто своим появлением, вот он как-то все разрулит. Поэтому вот не зря так получилось, что во времена военных действий в Украине, да, именно он стал президентом Украины, потому что у него есть определенные качества не поддаваться эмоциям, оставаться достаточно таким конкретным, серьезным, сосредоточенным человеком в непростых ситуациях. И на самом деле то, что такое качество, да, оно появилось не просто так. То есть это человек, во-первых, старая душа, во-вторых, очень большой опыт, скажем так, взаимодействия с людьми, с какими-то ситуациями, да, то есть это не просто так, это наработки по 10 мечей, то есть человек, его душа, во-первых, это старая душа, как я уже сказала, однозначно по этой карте идет, да, и эта карта говорит о том, что этот человек, знаете, вот прошел огонь, воду, модные трубы, то есть в своей жизни ему не давалось все легко, да, то есть он сам проходил какие-то ступени, да, вот, и какие-то взлеты и падения, сложные какие-то моменты. То есть он сам боролся за свои успехи, за свой путь, за свое достижение. Очень интересно. Вы знаете, я читаю с потока, я к этому раскладу не готовилась. Интересно, что нам дальше уходит. Значит, у нас выходит карта «Мир», выходит карта «Сила» и выходит карта «Маг». Вы когда-нибудь такое видели? Интересно, вот все 3 сильных высших аркана – очень сильные карты, понимаете? То есть человек, который действительно, как сказать, попал в судьбоносные моменты для не только страны, но и для всего мира не просто так. То есть это человек, который может своими духовными какими-то знаниями, своей внутренней силой, своими определенными качествами, которые, опять же, он наработал, он может справляться с непростыми ситуациями и может завести за собой людей. Вот. И здесь мне такое идет, знаете, вот как будто бы человек между строк. Есть люди, которые влияют открыто, а есть люди, которые умеют влиять между строк. Да, то есть не зря там его прошлое, связанное с юмором, с управлением командой, они снимали фильмы и так далее, я знаю, «95-й квартал». Поэтому все это огромный путь, который дал этому человеку умение и способность влиять людей, взаимодействовать с людьми и правильно с ними выстраивать взаимоотношения. То есть он знает, как, когда и с кем говорить. То есть этот человек никогда ничего не делает просто так.
И вот не зря карта выходила первая башня, да, то есть, потому что это, вы знаете, вот все время приходит слово кризис-менеджер, да, то есть человек, который в непростой ситуации знает, как сразу же выходит карта сила. Понимаете, все карты здесь выше аркана. То есть, в принципе, то есть личность человека очень сильная и грандиозная. То есть не зря этот человек, которого знает сейчас весь мир. Да? То есть он был когда-то, родился обычным мальчиком в Украине и стал всемирно известным человеком. То есть ну, нету человека, который не знает его фамилии, да, так или иначе. То есть мы не будем сейчас обсуждать политические и любые другие ситуации, да. Мне интересно разбирать именно качество людей, да, через поток, через ясновидение и через карты Таро. Что интересно, что по карте сила этот человек, понимаете, вот он никогда не будет сдаваться. Вот не зря выходила башня, да, то есть вот кризис-менеджер, то, что я повторю по кругу, потому что мне все время из потока идет на него такое слово. Это человек, когда ну, он не будет сдаваться, понимаете, то есть он не готов проигрывать именно в том смысле, что вот если он видит для себя какую-то ситуацию, в кавычках, как бы битвой, ну, то есть его вызовом, то, с чем он должен справиться, то, что он должен решить, он будет идти до конца именно в том плане, что будет использовать свою внутреннюю силу. Вы здесь интересно видите, что здесь девушка. И вот мне почему-то идет из потока, да, он же человек семейный, вот здесь немножко про его жену тоже мне идет, да, что такой момент, что у них очень сильная связка с женой, и отношения с ней непростые для него, отношения с ней непростые для него, но он так или иначе черпает какую-то силу всю жизнь из этих отношений. Вот. В долгих браках не всегда, понимаете, все может быть гладко и сладко. Здесь однозначно карты об этом говорят, потому что еще выходила 8 кубков, да, то есть разные моменты. Есть кризисные, есть моменты одиночества, есть спорные моменты, но брак и его женщина, его жена, первая леди Украины, она дает ему определенную силу. Даже, знаете, здесь на какой-то момент немножко преодоление идет, да, то есть постараться для нее, чтобы быть любимым, то есть идет мне такой момент. И это пробуждает в нем особую силу, понимаете, какую-то очень дикую такую мужскую силу в хорошем смысле. Поэтому то, что этот человек не будет никогда сдаваться, это однозначно. То есть это по жизни, знаете, вот по жизни, в отношениях. То есть он может кому-то нравиться, не нравиться, с кем-то дружить или нет, но это человек, у него такой характер, вот если он поставил себе цель, будет к ней идти. Если у него что-то не получается, он будет искать подходы, как решить эту проблему. То есть сдаваться он не будет. Интересно, что вот здесь на карте есть сила, понимаете? Не зря я выходила, что любовь к родине, любовь к жене, любовь к детям, в принципе, вот сила любви, то есть какая-то вот божественная любовь у него в сердце есть, которая его ведет, понимаете, то есть именно вот этот свет. И он не дает ему сдаваться. И здесь именно, видите, карта сила в очень светлых, таких вот божественных, да, скажем так, цветах, да, не просто так, потому что его сила, она светлая сила. Дальше поехали. Мы говорим, опять же, я говорю, что мы сейчас говорим не про политика, не про человека, который управляет страной, мы говорим про Владимира Зеленского как просто как человека, да. И дальше у нас выходит карта императрица. Вот видите, здесь карта мира. То, что я сказала, то есть у него сейчас, в данный момент, даже когда мы смотрим, уже прошло практически полномасштабное, да, действие 5 лет, соответственно, за эти годы человек из восьмерки, у нас выходила, да, то есть 8 была кубков, да, и достаточно потерянного человека, который не до конца понимает, как к ситуации разруливать, как к ней относиться, как себя выстраивать, да, вышел в состояние императрицы. То есть сейчас человек меньше сомневается, больше прислушивается к себе. Такое ощущение, что по жизни сейчас у этого человека больше, знаете, такой взгляд внутрь. То есть сначала настолько уже наработана какая-то интуиция, внутренняя сила, уверенность в себе, что человек, прежде чем с кем-то поговорить или что-то обсудить или принять какое-то решение, он заглядывает в первую очередь в себя, внутрь себя, потому что он понимает, что как бы
Это вот даже такое, знаете, вот есть люди, которые, они не хотели бы, чтобы им давали советы. Вот поймите, вот даже тут такой момент не идет, что с одной стороны, то есть он готов принять совет и другое мнение после того, как у него появится свое мнение. Вот, я вот поняла, какое качество человека, понимаете? То есть у него уже выстроен такой внутренний стержень, и прежде чем это с кем-то обсудить, я не говорю про какие-то, знаете, там, допустим, у них может быть какое-то совещание или какой-то житейский, или какой-то семейный момент. Нет. Тут именно в том, что если какие-то есть критические, зависящие, судьбоносные какие-то решения, которые он уже принимает, то сначала это будет разговор с самим собой, а потом уже со всеми остальными. А иногда даже не будет разговора со всеми остальными, чтобы они как будто бы не сбили вот этот настрой и вот это вот решение, и вот это вот, скажем так, способность действовать, понимаете? Ой, интересный рассказ. Вы знаете, я первый раз, это первое видео на этом канале. Это было не так просто решиться на такой расклад. Я понимаю, что достаточно могут быть спорные мнения по поводу того, что происходит, но у меня огромная была потребность и такое, знаете, желание именно со светлой стороны разбирать интересных, успешных людей, которые в этом мире прошли огромный путь и которых мы все знаем, потому что нам однозначно есть у них чему поучиться. Выходит у нас сразу же, что у нас выходит? У нас выходит туз жезлов и девятка кубков. И вы знаете, мне здесь еще сразу же, даже прежде чем я взяла эти карты, из потока такой идет момент, что человек может быть по жизни немножечко таким вот хитрым. И иногда на таких людей говорят, что там хитро сделанный, там ум, ну как-то вот что такое, что человек может схитрить. То есть не зря, это вот прям вытекает из того, что я сказала, да? То есть внутри, в сердце, в уме может рождаться какая-то идея, какая-то мысль. И для того, чтобы немножечко, знаете, как будто бы запутать карты, да, чтобы почувствовать себя таким победителем, потому что у этого человека очень большой запрос к, как бы, к достигательству, но именно в хорошем смысле, да, то есть я себе поставлю цель, я к ней иду, я этого хочу, и здесь, понимаете, здесь больше, вот я смотрю, у этого человека идет, помимо того, что это какие-то зарождается это всегда у него в уме, то есть не в сердце зарождается, а зарождается какая-то мысль, идея всегда у него именно в мыслях, у него очень сильный ум. Но потом оно раскрывается и через эмоции. То есть в чем сила его успеха? В том, что любая его идея, любая его какая-то, знаете, задача, которую ему нужно справляться по жизни, там, в его карьере, в его сейчас деятельности, да, политической и так далее, по жизни, она всегда начинается из какого-то инсайта, из какой-то идеи. Вот ему что-то приходит в голову, он как-то это так решил. И очень часто все, что он там задумывает или решает, оно приводит к его чувству удовлетворения и успеха, потому что он подключает туда именно эмоциональную часть. То есть человек интуитивный, эмоциональный, и он умеет, знаете, вот как говорят, да, чтобы, вот не зря говорят, что вот если ты горишь каким-то делом, вот ты хочешь чем-то заниматься, тебе что-то нравится, да, и если у тебя сердце на это не горит, если тебя вот это, знаете, не заводит, если тебя это не вдохновляет, если в тебя это не разгорячает, то ты это, во-первых, долго не сможешь делать раз, да, а второе дело, второй момент, что ты просто не сможешь, как сказать, получать от этого удовольствие и действительно как бы, ну, процветать. Поэтому здесь такой момент, что, как сказать, человек, когда у него есть какая-то идея, какое-то решение, какая-то цель, он всегда к этому подключает свои эмоциональные ресурсы. Всегда. И это дает ему возможность двигаться. Ну вот карта подтверждения, понимаете? Здесь выходит рыцарь кубков. То есть человек всегда действует и воплощает свои идеи, двигается по жизни через такую, знаете, эмоциональную сердце. То есть для него важно любить и гореть тем, что он делает, то, что ему нужно делать. Поэтому, наверное, кто смотрел его интервью, то есть интересно, что вы видите, выходит девятка жезлов. Ну, здесь она о том, что человек умеет выстраивать свои границы, понимаете? Кто смотрел знаменитое, там, это известное, ставшее, там, это у тебя есть карты, да, там, с Трампом их этот разговор, в шутку, но не в шутку, ну, то есть все поняли, что в принципе, за эти годы человек трансформировался, и вот по девятке жезлов, какие не были бы сложные ситуации, как бы человек не чувствовал себя загнанным в угол, он будет бороться до конца. Я же говорю, что у человека, в принципе, сейчас вот через всю жизнь первая карта на него выходила, понимаете, башня.
То есть достаточно сложно переживать все, что человек проживает. То есть сказать, что этот человек все события своей жизни пропускает мимо сердца и живет холодным умом, нет. Это человек, который не живет холодным умом. То есть он эмоциональный внутри, достаточно близко все принимает к сердцу. Он даже может как бы наедине с собой или там даже вот у него до слез может быть состояние, да. Вот, ну, это, понимаете, это у него идет из детства такая эмоциональность, из семьи, да, то есть он, мне кажется, когда у него дети появились, он стал более таким эмоциональным, тонким, да, то есть именно связь с женой в браке, она дает вот этот эффект. Но давайте посмотрим еще, выходит сразу же мне тут семерка пентаклей, сейчас мы ее разберем. Знаете, такой человек, который хочет быть успешным во всем. То есть он не кладет как бы яйца в одну корзину. То есть есть люди, которые вот выбирают одно направление по жизни, и они бьют в одну точку. Это человек, который, понимаете, вот он ставит свои цели по жизни, он хочет и там быть успешным, и в этом. Я хочу быть и хорошим другом, я хочу быть и там, я не знаю, там, и супругом, я хочу быть и президентом, я хочу быть и управленцем, я хочу и то, и то, и то, и то. И как бы, то есть для человека очень важно разная, разносторонняя реализация, и он умеет это делать кропотливо. Почему вот важно обратить на это внимание? Потому что многие люди, знаете, хватаются за, как бы, за много разных вещей, но не доводят их до конца. Но этот человек, если он будет браться за большое количество дел, он будет каждое доводить до конца. То есть он не будет бросать. Это вот не зря выходила в самом начале карта, понимаете, что человек, у него, вот видите, он умеет достаточно двойка пентаклей, то есть, в принципе, он по жизни все время стоит перед выбором. Знаете, вот у него даже, вот я сейчас смотрю из потока, ежедневно, во-первых, его энергия стала достаточно жесткая, где-то мне карта выходила, что-то мне там мелькало, да, вот это снова карта девятка жезлов. То есть у человека его немножко, знаете, вот сердце что ли погрубело, и он стал гораздо жестче именно вот в том, что он к своему сердцу подпускает, как он взаимодействует с людьми. То есть на данный момент человек знаете, вот у него такая, вон слово жестокость мне не нравится, оно сюда не подходит. Такая вот именно жесткость, именно вот на отрезать, знаете, вот все, вот какой-то, вот знаете, вот что-то если делаешь на отрез, категоричность даже немножко начинает такая появляться у человека. И потому что человек постоянно стоит перед выборами, сделать так или сделать так. То есть он все время, ему приходится жонглировать между сердцем и душой, между так или так. Такое ощущение, знаете, что вот как ни сделай, все равно плохо. Ну, видите, я подтверждение, да, что как ни сделай, все равно плохо. То есть очень непростая ситуация у него сейчас по жизни, да. Из карт ума, то, что вот я и говорю, карты как раз подтверждают, смотрите. То есть какой бы он выбор сейчас не сделал, все равно это приводит к каким-то непростым последствиям для него и для окружающих. Поэтому у него постоянное ощущение, что вроде бы я побеждаю что-то, но в то же время я проигрываю. Это постоянный процесс, и он, конечно, изматывает. Видно, что человеку удается это нелегко. То есть сейчас, вот в тот момент, когда я записываю это видео, это лето 2026 года, здесь однозначно видно, что Владимир Зеленский находится, знаете, даже немножко на пределе своих ресурсов. То есть он, с одной стороны, он наработал огромную карту императора, уже опыт, у него есть огромный опыт. Видите, здесь карта не просто так, она же даже шахматами. Он уже понимает, как с кем говорить, что делать, как взаимодействовать с людьми, как выстраивать свою жизнь, понимаете? Но в то же время он каждый раз как будто бы стоит над пропастью, он каждый раз как будто бы заново, понимаете? Вот вроде бы есть опыт, и ты можешь как бы уже действовать стабильно, но все равно каждый день как будто бы это в нулевой точке, как будто бы все заново нужно простраивать, заново нужно делать. То есть все время вот это по двойке пентаклей, понимаете, состояние, не зря оно выходила карта смерти, да, то есть каждый день я умираю, каждый день я погибаю. То есть огромный нужен ресурс у человека. Давайте интересно посмотрим, что же за силы, что за энергия за этим стоит, что позволяет человеку проделывать такие вот вещи. И, кстати говоря, интересно, что мне очень сложно к нему подключиться, то есть на него явно ставят какую-то защиту, то есть к нему нельзя, его нельзя пробить, на него воздействовать. То есть есть люди, которые держат эту. И он сам, кстати говоря, тоже в том числе. Не зря выходила на него карта маг. То есть можно про него посмотреть какие-то определенные вещи, но не все. Вот мне идет из потока.
Но все равно вот я смотрю, что мне все равно вот выходит, мне идет такой поток, что каким бы человек ни оставался, знаете, жестким, внутри у него какая-то вот есть такая добродушность, даже немножко детскость. Вот. И это тоже дает вот что, ответ на вопрос, что ему дает сила это проживать, понимаете? То есть немножко такая вот детскость. Тройка пентаклей, да, сейчас мы это все разберем, да. Смотрите, то есть, в принципе, вот ему это проделывать, его зажигает, в принципе. То, что я изначально сказала, кризис-менеджер, понимаете, вот это слово все время не идет. То есть он такой борец, по сути, да. То есть его зажигает борьба. Знаете, помните, как там эти африканские, там, типа, почему вы там, типа, там, I don't want peace, I want problems, понимаете? Вот человек не зря в этот момент, в этом месте, что называется, оказался, потому что у него огромный запрос на борьбу, на сопротивление, на изменения, на то, чтобы быть человеком, который зажигает этот огонь и вести людей. То есть какая-то борьба, какое-то сопротивление для него, эта личность его как бы тренирует. Но здесь по картам у повешенного, понимаете, ему приходится все время, вот она здесь, понимаете, здесь повешена именно на этой колоде светлого провидца, она необычная. Здесь карта говорит о том, что человек постоянно, как сказать, вот он, с одной стороны, он в позиции как бы такого, знаете, вот для того, чтобы проделывать вот эти вот постоянную борьбу, ему периодически нужно как будто бы, знаете, вот обнуляться и выдыхать. Но при этом даже в момент вот этого выдыхания все равно ему нужно что-то действовать, какая-то борьба. То есть даже в момент покоя, понимаете, в момент, когда ничего не происходит, все равно ему что-то приходится делать, у него такая натура, такой характер. И здесь выходит тройка пентаклей. Во-первых, это говорит мне о том, что все-таки у него это с детства такой характер. И он всю жизнь, знаете, вот эта черта характера у него усиливалась. И вот интересно, что я сейчас, вот, представляете, вот я подключаюсь, я пытаюсь, как я же людей сканирую, мне достаточно одного просто, да, хотя мне дали на это разрешение, но есть какие-то, знаете, как будто бы что-то я могу говорить, а что-то нет. У меня как будто бы хоп, и я как в стекло упираюсь, и я просто дальше не могу пройти дальше той информации. Поэтому, когда именно я не через Таро смотрю, через Таро я могу легко. А через поток, когда я на него смотрю, то есть именно я прикасаюсь к нему, там есть люди, которые работает, причем там целая команда людей, которые держат, понимаете, энергетическое поле этого человека. Звезда. Звезда, здесь на него выходит карта звезда, понимаете? То есть его сила в том, что он верит в то, что он делает. Он верит, он знает, что у него получится, и он понимает, что как бы там ни было, на то как бы воля Божья. То есть у него, как бы, знаете, вот у него есть такая вот уверенность. Вот этот вот свет ему, вот это, знаете, вот эта карта была смерти и перерождения. То есть именно это дает ему силу. То есть его внутренний свет, его внутренняя уверенность, что у него получится. То есть он очень верит. То есть есть люди, которые в себе сомневаются, а у меня получится или нет, хочу или нет. У него как, если я это хочу, значит, это будет. Если я себе это решил, значит, так будет. То есть у него абсолютно есть четкая уверенность в том, что он достигнет этой цели. Даже если он внутри может очень сомневаться, переживать. У него может быть масса страхов на эту тему, боли, сомнений и вообще уверенности, что это нет, он никогда это не покажет. Он понимает, понимаете, здесь карта колесо фортуны, он понимает, что его сила, его оружие, он про себя это знает. Он про себя это знает, что для него, для того, чтобы ему своей судьбой управлять, ему нельзя сдаваться, ему вообще нельзя ни на секунду впадать, понимаете, вот в ощущение, знаете, вот как сказать, такого апатии, все пропало, как бы у меня не получится. То есть он, даже если у него это начинает закрадываться, тут же он начинает понимать, да, что есть жизнь, есть цели, и он сам управляет этой судьбой. То есть человек, который четко понимает, что есть моя жизнь, я ее управляю, и от того, что я буду делать, что будет происходить, зависит от меня. Понимаете? То есть это абсолютно у него в этом уверенность есть. Такой, знаете, то есть у него вообще вот здесь не вышло на него ни одной карты, понимаете, что у него есть какие-то, знаете, вот там жертва, я жертва обстоятельств, понимаете? Нет, это не жертва обстоятельств, это вот человек, который творит своей судьбы. То есть я хочу, и я делаю. У него есть это в характере. Он в себе это, кстати говоря, воспитал. То есть у него это было в детстве, но он в себе это воспитывал и продолжает воспитывать. Он понимает, что если я хочу дойти к какой-то цели, я должен не только в нее верить, не только ее желать, не только ее хотеть, но еще двигаться в эту сторону. То есть этот человек, кстати, очень деятельный. То есть он может очень много работать, работоспособный, активный. Такая вот у него натура.
Поэтому, наверное, так сложилась его судьба, что он стал президентом. Ну, давайте вытянем последнюю карту. Давайте посмотрим в целом состояние этого человека на данный момент, в том смысле, вот, ну, король кубков, семерка жезлов и девятка пентаклей. Но я вам скажу так, что его состояние, скажем так, эмоциональное, и вот то, что он сейчас переживает, то есть он уже нашел какой-то свой баланс, он уже, скажем так, в плане того, что вот он, понимаете, человека в гармонии с собой, скажем так. То есть человека не шатает. Вот то, что я им говорила, помните, выходила карта мир, карта императрица на него, да, что он научился держать этот внутренний баланс, независимо от того, что происходит, и держать свои чувства под контролем. Но при этом он живет по сердцу. То есть это человек, вот понимаете, тут на него даже все мечевые, не выходило ни одного мечевой карты, во-первых, да, все старшие арканы, что говорит о том, что человек, в принципе, ну, как бы судьбоносный для многих, его жизнь судьбоносна как таковая. То есть он делает очень глобальные вещи, ну, это естественно, да, поэтому старшие арканы это подтверждают. Здесь королева кубков, девятка пентаклей и семерка жезлов. Ну, его положение на данный момент достаточно хорошее, уверенно, он чувствует себя уверенно, стабильно. Эмоционально он тоже чувствует себя достаточно стабильно, хорошо. Он понимает, что он владеет собой, владеет ситуацией и владеет окружающими людьми. И он легко может с ними договариваться, на них воздействовать. Он понимает, что именно через чувственную, эмоциональную сферу, даже если, может быть, интеллектуально он где-то слаб, но через эмоции, через контакт он может со многими людьми найти связь. И это дает ему ощущение стабильности, комфорта. То есть он чувствует в этом свою сильную сторону на данный момент. Да? Но по семерке жезлов, вы понимаете, здесь такой момент, что это же не просто так происходит. Это же постоянное, скажем так, знаете, вот постоянно ощущение от одного такое идет, понимаете? Это вот, помните, выходила пятерка жезлов борьбы, да? То есть сопротивление, преодоление, да? Потому что он постоянно находится в этом состоянии, и в данный момент он чувствует, что у него есть, помните, как это сразу мне приходит из потока, что там сказал, у тебя нет карты, у меня есть карта. Вот у него сейчас состояние, что у меня есть карты, понимаете, по жизни он себя так чувствует, что он, даже если, опять же, вот идет карта, помните, смерть выходит, даже если я сегодня проиграл, да, но завтра я постараюсь победить. То есть это постоянно у него идет состояние, как будто бы он сам себе говорит, я не сдамся, я вот иду. То есть у человека внутри постоянное ощущение перерождения и как вот даже вот не птица феник, он как бы растет сам над собой, понимаете? Вот очень интересно. На самом деле вот удивительное, я же говорю, что человек, вот как бы там ни происходило, что бы ни происходило, какие бы ситуации ни происходили в жизни, в ситуации в стране, в мире и так далее, какие бы ни были там переговоры, кстати говоря, тоже идет, чтобы о нем, кстати, другие люди тоже не думали, не говорили, он все равно, у него появляется какой-то новый для себя стимул действовать, какие-то новые мысли, новые идеи. Очень интересный расклад. Первый расклад. Надеюсь, я решусь выложить его на YouTube. Это достаточно непросто, потому что я понимаю, что, возможно, комментарии могут быть достаточно спорными. Но хочу обратить ваше внимание, что я работаю в энергии света, через канал света, через канал любви, через канал божественной любви, через карты Таро. Я мастер рейки, ясновидящая, я могу считывать любую информацию буквально со всего, поэтому я такой вот сканер, и мне очень любопытно было разбирать известных людей, потому что у них очень многому можно поучиться и понять, что же именно им позволило заглянуть, знаете, туда, куда мы не можем заглянуть, потому что часто люди говорят о себе немножко не так, как оно есть на самом деле, понимаете? А вот увидеть истину, что на самом деле внутри у человека, да, как он на самом деле, что дает ему какой-то ресурс двигаться вперед, добиваться, вот это очень интересно. Именно эта идея сподвигла меня создать второй канал и, скажем так, разбираться, сталкиваться именно вот с людьми, король жезлов, с людьми, которые пришли к каким-то своим личным достижениям и победам. Я была рада для вас провести этот поток. Меня зовут Ева. Если вы хотите каких-то людей отдельно разобрать, кто-то вам интересен, пишите в комментариях.
Я думаю, что мы постепенно будем приходить к известным людям, к актерам, может быть, даже каким-то к президентам, каким-то деятелям, каким-то фигурам. Если вы хотели разобрать конкретного человека, пишите в комментариях, подписывайтесь, чтобы не потеряться. Канал новый, будет расти. Буду рада вас увидеть снова. Всем пока!